В августе 2021 года талибы получили полный контроль над Афганистаном. Американцы в экстренном порядке покидают страну после 20 лет построения мира и демократии. На плечи нового правительства взвалились все ресурсные блага территории, ну а вместе с ними проблемы, которые существовали годами. В первой части видео обсудим, как устроена энергетика Афганистана и почему страна до сих пор не энергонезависима. А во второй части рассмотрим, какие ресурсы таит афганская земля, и почему все, кто на ней правили, не смогли наладить успешную их добычу. Без лишних слов, начинаем. Афганистан – это страна, у которой 80% территории покрыта горами и плоскогорьями. Это является огромным преимуществом для широкого использования гидроэлектростанций. Помимо широких возможностей установки ГЭС, по экспертным оценкам, в недрах Афганистана находится порядка 49,5 миллиардов метров кубических газа и 1,5 миллиарда баррелей нефти. Объема этих ресурсов хватит на сотни лет собственного потребления. Афганистан также очень привлекателен с точки зрения зеленой энергетики. 300 солнечных дней в году, а уровень солнечной радиации на 1 киловатт мощности солнечной панели даст в 1,5 раза больше энергии, чем в Украине. А также сильные ветра на юго-западе страны очень привлекательны для ветроэнергетики. Казалось бы, энергетический рай, гарантированная независимость от импорта энергоресурсов. Но неспроста Афганистан на 165-м месте по уровню коррупции, на 15-м месте с конца по уровню ВВП на одного человека и уже третье десятилетие находится в состоянии войны. Хотя последний критерий – это скорее причина, а не следствие. Чтобы понять, что же не так с Афганистаном, давайте посмотрим на структуру генерации и импорта электрической энергии страны. Около половины мощностей приходится на гидроэлектростанции, что очевидно. 39% мощности занимают теплоэлектростанции на так называемом Heavy Fuel Oil. Это густая такая вонючая нефть. И 12% это дизельные генераторы. Звучало бы складно, если бы не графа «импорт». Его доля составляет около 70% от потребления. Энергию импортируют в основном из Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Туркменистана. Конечно, с точки зрения энергетической безопасности это просто ужас. Но если посмотреть на цены, то все достаточно прилично. Средневзвешенный импортный тариф варьируется от 2,5 до 7 центов за киловатт. В то время как в Европе в среднем за этот же киловатт платят 21 цент. Ежегодно Афганистан платит за импорт цену, что сравнимо с строительством 42-мегаваттной гидроэлектростанции. С каждой страной, у которой Афганистан импортирует электроэнергию, отдельная история. С Узбекистаном отношения довольно натянутые, и сами генерирующие мощности Узбекистана построены на газовых станциях, в то время как новые газовые месторождения уже не находили порядка 10 лет. Оттого и самый высокий импортный тариф, который составляет около 10 центов за киловатт. Таджикистан производит свою энергию в основном с гидроэлектростанций, что влияет на сезонность экспорта энергии. Весной и летом больше, зимой меньше. Туркменистан и Иран считаются надежными партнерами Афганистана. Импортный тариф с этими странами составляет около 5 центов. Получается, что Афганистан может обеспечить себя лишь на 30%, а остальные 70% импортирует. До 2006 года тариф на электроэнергию напрямую субсидировался Америкой и составлял около 4 центов за киловатт. После прекращения субсидий средневзвешенный тариф подскочил до 7,5 центов по состоянию на 2014 год. Такой тариф еле окупает себестоимость электроэнергии. Расходы на поддержание сетей передачи и распределения составляют около 70 центов. Следовательно, экономически обоснованный тариф – это 15 центов за киловатт. Напоминаю, что платят всего лишь 7,5. Разница в основном компенсируется донорами и за счет бюджета Афганистана. Пока собирал информацию про тарифы, пришла идея даже сделать отдельный ролик, почему в бедных странах такая дешевая электроэнергия, а в богатых такая дорогая. Ставьте лайк, если интересно. Также следует заметить, что сильно разнятся объемы домашнего потребления в зависимости от региона Афганистана. По состоянию на 2011 год в Кабуле среднее потребление на человека составило около 3000 киловатт в год, что является средним показателем по миру. В то время как в большинстве провинций потребление составляет от 170 до 550 киловатт в год. Это ниже среднего по Азии. Прогноз потребления. С каждым годом потребности в электричестве у населения растут. Прогнозируется, что рост потребления будет колебаться между 5 и 9% ежегодно.
с текущего уровня и аж до 18 гигаватт в час в 2032 году, что в 3 раза больше, чем сейчас. Пиковая мощность, необходимая для такого объема, 3,5 гигаватта. Афганистану необходимо постепенно вводить новые мощности для удовлетворения своих потребностей. Как я говорил в начале видео, потенциал огромный. Только благодаря гидроэнергетике можно запросто перекрыть свой спрос. Естественно, необходимы маневренные газовые мощности для подстраховки, ну или гидроаккумулирующие электростанции. Газ в стране есть, ну и горный рельеф тоже. На графике обозначил потенциал зеленой энергетики в расчете 4 км квадратных на установку солнечных панелей и 4 км квадратных на ветряки. Конечно, аналитики говорят, что потенциала солнечной энергии аж на 222 гигаватта, но денег на установку такой мощности ни у кого нет. И для 222 гигаватт придется весь Афганистан заставить солнечными панелями. Реальные планы правительства заключались в строительстве 200 мегаватт газовых, 1,5 гигаватта гидро и 1,2 гигаватта угольных мощностей до 2032 года. Вообще, до прихода талибов, планировалась установка около 500 мегаватт солнечных панелей. Развитие системы передачи. Но я не буду зацикливаться сильно на энергобезопасности, так как в Афганистане нет безопасности ни в одной сфере, кроме, наверное, производства героина. Только скажу, что по данным Мирового банка, доступ к электричеству есть почти у 100% афганцев. Правда, гордиться тут нечем. Из них по состоянию на 2012 год только 30% были на самом деле подключены к сети. К 2016 году количество пользователей возросло в 2 раза, но это все равно не лучший показатель. Доступ тут скорее гипотетический. Даже если в дома есть генератор, то это считается как доступ к электроэнергии. Если говорить про саму сеть, то дела обстоят также плохо. Весь Афганистан поделен на 7 энергоостровов. Причем свои большие генерирующие мощности есть только в 4 из них. Остальные 3 напрямую подключены к импортной соске соседних стран. Одна беда, что сети не соединены между собой и поделены на острова. Но тут оказывается, что они еще и работают асинхронно. Поэтому если мы захотим их воссоединить, то понадобятся дорогущие системы с обратным преобразователем. Кстати, такой проект по соединению всех энергосистем в одно кольцо с напряжением 500 кВт существует, но он не смог, не успел. Пришли талибы. На сегодняшний день не существует предпосылок для создания единого рынка электроэнергии, обеспечения эффективного транзита и экспорта электроэнергии в Афганистане. Ресурсный потенциал. Нефть и газ. Поговорим про ресурсы. Если мы посмотрим реальный энергетический микс, то увидим, что электроэнергия составляет только 3% от потребностей страны. В основном афганцы используют электричество для освещения, а все остальное за счет дерева. На дерево приходится 44% потребленной энергии, как и во всех низкоразвитых странах. С помощью дерева готовят еду и топят жилье. Афганистан потребляет около 32 миллионов баррелей нефти и 1,2 миллиарда метра кубических газа в год, которые в основном импортируются из России, Ирана и Центральной Азии. На импорт топлива приходится 16% импорта страны. Большая часть нефтегазовых ресурсов Афганистана расположена на севере, в пределах Амударьи и Афгано-Таджикского бассейнов. И считается, что эти бассейны являются продолжением крупных нефтегазовых месторождений Центральной Азии, которые находятся в Туркменистане, Узбекистане и Иране. В Амударском бассейне залегает порядка 942 миллионов баррелей нефти и 52 триллиона метра кубических газа. В Афгано-Таджикском бассейне залегает 996 миллионов баррелей нефти и 7 триллионов метров кубических газа. Чтобы вы понимали, нефти там хватит на 60 лет, а газа на 50 тысяч лет при текущем потреблении Афганистана. Правда, стоит заметить, что большинство газа и большинство нефти находятся на территориях других стран и Афганистану не принадлежат. В лучшем сценарии при должном планировании и уровне поддержки добыча газа из небольшого месторождения Шеберкхан может полностью перекрыть растущее потребление страны. В то же время добыча нефти в месторождениях Кашкарии и Ангот, извините за произношение, позволит сэкономить около 1,2 миллиарда долларов ежегодно и принесет бюджет около 2,3 миллиардов долларов. Другие ресурсы. Если говорить про другие ресурсы, то в недрах Афганистана залегает железо на 421 миллиард долларов, меди на 274, золота на 25, а ниобия, кобальта и молибдена на 156 миллиардов долларов. Это такие минеральные ресурсы, которые используются в основном в различных сплавах. Также недавно в мировой общественности заговорили про большие запасы лития, которые используют при производстве батарей, но точные числа скрываются. Посмотрим через пару лет, как китайцы зайдут в Афганистан с инвестициями в добычу лития.
Итого залежей по самым скромным оценкам на 1 триллиард долларов. Но почему никто не начал добычу раньше? Те же ресурсы были под землей и в 90-е, когда Талибан полностью контролировал страну, и раньше при Советах, и вообще последние 20 лет при американцах. В каждом случае ситуация была разная. Давайте по порядку. При Советах разрабатывать ресурсы совместно с братским афганским народом предполагалось после того, как южного соседа удастся замирить и цивилизовать. Однако все сложилось иначе. Ограниченный контингент Советского Союза ушел, сам Союз распался, а Афганистан вернулся в маджахедско-талибское средневековье, а разработки ископаемых пришлось забыть за неактуальностью. Начиная с 2004 года, американские ученые начали собственные изыскания, опираясь на старые карты. Исследования велись в основном с борта самолета, но с использованием самых новейших технологий. Афганистан стал первой страной в мире со 100% изученной картой полезных ископаемых. При американской власти основной преградой стали воинствующие группировки Талибана, которые отпугивали местных инвесторов. Чтобы успешно добыть, а также успешно вывести добытое, нужна маленькая армия для охраны этого груза, что ставило под сомнение целесообразность этой деятельности. Кстати, пока готовил материал, интересный факт. После вывода войск американцев, большинство аналитических материалов США скрыты или удалены с официальных веб-сайтов, как, например, обзор афганского энергосектора, план развития Афганистана, профиль Афганистана, карта залежей железа. Сейчас при Талибане ожидать многого не приходится. Какая верхушка, такая и страна. Около четверти ВВП Афганистану приносит сельское хозяйство. Доходы того же Талибана состоят наполовину из торговли опием сырцом и наполовину от крышевания добывающих микрокомпаний. Вообще, про торговлю опием хотелось бы сделать отдельную вставочку. В Афганистане родители детей берут не на картошку на дачу, а на сбор блаженных маков. Из опия сырца производят героин. 1 килограмм сырца стоит около 140-160 долларов. График производства опиума по годам в Афганистане вы можете видеть на экране. А на доходы с этого опия приходится около 5-9% ВВП. Получается, что Афганистан производит около 85% мировых объемов героина. В общем, страна аграрная, денег нет, ни о какой инфраструктуре речи идти не может. Плюс сложный горный рельеф страны превращает логистику в ад. Добыча ископаемых возможна только кустарным способом или нужно привлекать иностранные инвестиции. Одним словом, карты есть, шахт нет. Именно поэтому талибы ознаменовали свой приход не кровавым террором, а довольно цивильными заявлениями про амнистию бывшей власти и борьбу за права женщин. Новому правительству сейчас просто необходимы очки инклюзивности, чтобы привлечь внешние инвестиции в инфраструктуру и производственные мощности. Даже несмотря на это, белыми и пушистыми талибов не охарактеризуешь, и в ближайшее время очень редкий инвестор пойдет на такой риск, как сотрудничество с бывшими террористами. Если хотите узнать про энергетику других стран, напишите страну в комментариях под этим видео. А вместо вывода хотелось бы сказать, что Афганистан — это довольно перспективная страна. Не зря ее называют кладбищем цивилизаций. Именно здесь зарождались и погибали великие империи. Сейчас, вследствие больших внутренних разногласий и религиозных предубеждений, никак не выходит возродить цивилизацию. Не факт, что новые люди у руля смогут пустить силу в правильное русло. А на этом все. Не прощаюсь.